Так, ну что, трейдеры, день добрый. Проверим звук. NASDAQ слева, нефть WTI наверху и золото справа. Пока сегодня нет сделок, да, пока ничего интересного. Все инструменты внутри своих диапазонов. Да, вот мы видим с вами. Каждый инструмент торгуется внутри, да, между красной и зеленой линиями. NASDAQ, нефть и золото. Поэтому на открытии пока ничего. Золото сегодня опускалось, ключевой отметки, если мы с вами посмотрим, здесь сразу два ключевых значения. Это 1847 и 1846. 1847 хай дня вчерашнего и 1846 это low, ключевой минимум сегодняшнего дня. То есть мы видим две мощнейшие зоны здесь. Посмотрим, будет ли соответствующий сигнал. Любой тест этого уровня, паттерн на buy – это long, да, любой пробой – это поиск сигналов на продолжение движения. Нефть спокойно себя ведет сегодня, вот, тоже узкий диапазон, 40 пунктов. Вчера мы с вами видели хороший моментум по WTI, но посмотрите, как рынок закрылся. Да, он закрылся прямо на максимуме слева, это 41.60. Мы практически всю американскую сессию, большую часть Европы торговались выше, да, вот этой экстремальной зоны слева, 41.60. И потом в конце мы, бум, откатили. Посмотрите, какой длинный хвост. Посмотрим, как сегодня рынок будет торговаться. NASDAQ тоже обычно открывается достаточно агрессивно, с пробоем уровней. Сегодня нет. Сегодня видим несколько паттернов здесь мелких, но они все внутри диапазона. Кто у нас новенькие трейдеры, неважно, какие уровни вы используете, неважно, на каких рынках вы торгуете, важно определить для себя ключевые зоны действий. Да? Как правило, лучшие точки для входа в рынок и лучшие сигналы приходят из и от уровней, которые имеют несколько дополнительных подтверждений. Да, вот в частности золото мы видим хай вчерашнего дня плюс важнейший лоу сегодняшнего дня. Вот здесь мы видим красный горизонтальный отрезок и зеленый горизонтальный отрезок. Красный H, да, именуется хай дня вчерашнего, и зеленый S – поддержка, да, ключевая поддержка сегодняшнего дня, внимание налево, да, существенный low. То есть когда мы видим вот так, да, прилегающие друг к другу уровни, то оттуда приходят самые большие тренды, да, либо если рынок тестирует, самые лучшие отбои. И если вы используете уровни со старшего таймфрейма, например, H1, H4, M15, и они у вас одновременно пробиты, либо цена к ним подошла и сформировался сигнал на отбой, то, как правило, вы будете видеть хороший трейд. То есть когда вот эти уровни, они взаимосвязаны. Вот посмотрите, NASDAQ, да, мы видим с вами low 10 800 практически, да, вчерашнего дня, и чуть ниже мы видим поддержку сегодняшнего дня, ключевой лоу дня.
Видите вот эту область? Очень-очень солидная зона. Поэтому первая стартовая, да, точка ваших поиска сигналов, да, это анализ отношения цены к уровням вот этих ключевых структур, потому что их видят все трейдеры. Трейдеры склонны действовать вокруг этих зон. Да. Там, где уже были реакции. И на открытии лучшей сделки. Но я думаю, что если мы с вами будем в таком режиме работать, вы это увидите, что на открытии самые-самые лучшие сделки. Лучше в плане КПД, да, мы вчера говорили. Меньшее количество времени, больше движения в пунктах. То есть, грубо говоря, там за 15 минут цена может смело достигнуть и первого, и второго тейка. Если, допустим, это вечерний сигнал, да, ближе к концу сессии, то достижение второго тейка может занять 40-45 минут. Да. Поэтому на открытии лучше. Не всегда, не каждый день. Вот сегодня такой немного день исключения пока, потому что я не вижу неких предпосылок пока для сделок. Почему? Потому что все внутри, да, и цена находится далеко от уровней. Поэтому это один из фильтров, может быть, да, скопление уровней с разных таймфреймов, либо скопление уровней, которые строятся по разным критериям, когда мы видим их в одном месте в одно время. Да, это может давать хорошие результаты. Вот если мы NASDAQ чуть уменьшим, помимо вот этой зоны поддержки, да, экстремально важной, в районе 10 800, если мы пойдем чуть выше, мы увидим еще одну экстремально важную зону. У меня есть уровень Range 2, да, вот это R2 точнее, да, сопротивление от диапазона сегодняшнего дня. И есть high вчерашнего, вот эта зона. Я знаю, что вчера был достигнут экстрим по NASDAQ 11100. То есть классная зона для каких-то возможных действий. Например, если я здесь покупатель фиксации прибыли, если я покупаю, допустим, после пробоя R, да, в районе 10900, либо контртренд здесь. Вот таким образом. Да. Это тоже есть кластер, да, скопление определенных условий на рынке. То же самое можно сказать про золото. Вот мы говорили про один уровень. Мы можем взять и просто выделить эту зону. Это не обязательно, но так для визуальной информации. Мы можем пойти выше по золоту и сказать, что вот еще один экстремальный кластер, где у меня R1, это уже 1882 почти за тройскую. И вот этот небольшой, я не знаю, вам видно? Сейчас я сделаю ближе. И вот этот небольшой отрезок, который именуется REST сопротивлением, но это уровни волатильности. Экстремальные уровни волатильности. Если цена недалеко от них, это говорит о том, что рынок растягивается. Да, когда цена к ним подходит, то, как правило, мы видим серьезные реакции. Не часто она сюда приходит, но если приходит, то это очень сильные зоны. То есть мы видим уровень range, который строится совершенно другим образом, нежели вот эти отрезки, которые именуются RES, да, вот где я держу курсор сейчас. Но тем не менее мы видим их в одном месте. Это 1882, 83, 1880 в этой области. И это очень-очень солидная зона для атаки. И внизу то же самое, видите? Вот кластер, вот кластер. То есть разные зоны, да, разные уровни, но при этом в одном месте практически, да, на одной ценовой горизонтали, можно так сказать. Да, сегодня тихо, Евгений, абсолютно.
Добрый вечер. Продали немного ДВ по евро. Можете объяснить, почему зоны S1, S2, R1, R2 на равных расстояниях, а именно в них мы совершаем сделки? Я нашел этот вариант расположения оптимальным. Есть и был еще один вариант использования значений Фибоначчи для вот этих расширенных уровней, но эти отрезки я нашел оптимальными, да, для себя и для своего стиля торговли, да, и для этих инструментов в частности. Бесспорно, могут быть какие-то еще сценарии. Да, я знаю трейдеров, которые как раз используют Фибоначчи отрезки. Да, то есть добавляют к основному диапазону, вот, допустим, какой у нас основной диапазон? Да, это R и S. А что такое R и S? Это максимум, да, и минимум определенного временного отрезка. Да? И как только этот временной отрезок завершен, да, у нас появляются вот эти уровни RS. И от этих уровней вверх и вниз откладываются отрезки. Да? И вариант А, они могут быть равнозначны, как сейчас вы у меня видите, вниз и вверх. Вариант Б, они могут строиться по другим, да, закономерностям, скажем так. Например, Фибоначчи. Да, и когда мы строим вверх, допустим, там 161,8, 261,8, 361,8 Фибоначчи. Да. Такой вариант тоже возможен. WTI пробил high, range high. Посмотрим, что здесь будет. Вот это первое действие, которое привлекает мое внимание по WTI. Почему? Потому что мы возле структуры. Все сделки я стараюсь совершать возле ключевой зоны. То есть мы пробили мой уровень, это определенные единицы информации. Пока мы были внутри диапазона, никакой информации нет. Ну и что мы внутри диапазона? Сейчас мы пробили экстрим. Ага, отлично. Теперь вопрос, будут ли здесь квалифицированные сигналы. Я не знаю, какие это будут сигналы. На продолжение движения, например, коррекция, ротация, бара, бай, да, либо это будет контр-сигнал, например, на ложном пробое с паттерном. Но это первая единица информации, да, и я продолжаю наблюдать. Может ничего не быть, рынок поползет дальше и придет смело к какой-нибудь экстремальной точке наверху. NASDAQ пробил high. И вот здесь интересно, посмотрите на NASDAQ, что было. Мы очень долго держали отметку в районе 10800, как раз которую только что пробили. Посмотрите, тест, ретест, ретест, ретест. И в конце концов есть пробой закрытия выше и, внимание, вниз. Тренд-фильтр впервые после вот этой, да, этих попыток неоднократных обновить экстрим стал зеленым. Посмотрим, что здесь будет. Пока мы не видим коннекта всей информации. Да, мы видим пробой уровня, да, мы видим тренд-фильтр зеленый. Да, мы видим хороший потенциал наверх до следующего уровня. Это 90 пунктов, очень солидное расстояние. Но больше ничего нет. То есть нет триггера. Триггер – это то, что позволяет мне нажимать на кнопку. Да? Спускать курок пока нет, потому что в любой момент рынок может измениться, и лучше не опережать события, не прогнозировать ничего, а просто считывать информацию, которую вы видите на графике. Я вижу пробой, да, и остановиться. Не засорять себя идеями относительно того, что может произойти. Потому что это минутный график в реальном времени, все меняется очень быстро, и ты пока привязываешься к одному сценарию, уж и реализуется другой. Понятно, да? И можешь просто упускать сделки, да, на быстро изменяющемся рынке. Вот сейчас по WTI, который находится справа от меня наверху, стрелочный появился. Ага, посмотрим, что будет дальше. Пробой уровня стрелочный. И ведь если я имею определенную последовательность, то я знаю, что должно быть следующим критерием для того, чтобы торговать нефть. Посмотрим, будут ли эти критерии. Пока нет. Пока только тест уровня, точнее пробой уровня и стрелочный. Золото, посмотрите, как отбилось от поддержки буквально за несколько минут до открытия
моих торгов, но здесь не было никаких сигналов. Да, абсолютно. Ближайший sell уровень 1863 за тройскую. Мы видим range high, предыдущая структура, обвалились. Посмотрите, какой диапазон по золоту, да, 150 пунктов. Очень широкий диапазон, как и вчера. Да, хотя вчера по золоту сделок не было и вообще. Столько да, было надежд, скажем так. Поэтому не опережайте события, да. Вы можете ожидать и торговать свои ожидания, а не торговать реальный рынок. Вот NASDAQ мы видим, пытается возвращаться внутрь канала, точнее, внутрь диапазона. Добрый вечер, добрый, кто подходит к нам, кто подтягивается. Двойная вершина, трейдеры, по золоту. Где двойная вершина? Внутри канала. Иначе говоря, в midpoint. Midpoint – это 50%. Если я возьму range уровни, точнее настройки уровня range, и поставлю разрешать показывать центр диапазона, мы увидим даже чуть выше, да, даже чуть выше области MP, да, midpoint. Но в этих зонах я не торгую, да, в середине диапазона, но такой вариант возможен. То есть вы можете протестировать и найти статистическое доказательство для себя того, что это может работать, либо просто торговать то, что торгую я, да, вот эти уровни. Посмотрите сюда на NASDAQ. NASDAQ пробил уровень стрелочный. Посмотрим, что будет дальше. Пробой уровня стрелочный. То есть часть условий есть на графике, и мы идем от левого края к правому. Берем вертикальную линию, кто новенький. Пробой уровня. Сила сигнала номер 1. Стрелочный. Сила сигнала номер 2. Тренд-фильтр зеленый. Отлично. И вот на этом нужно остановиться. Не надо опережать события. На рынок вам сам либо даст сигнал, то есть покажет на графике информацию, от которой вы уже будете дальше двигаться, да? Либо просто не будет ничего. То есть тест уровня, точнее пробой уровня, стрелочный, и пока ждем. Да, никакого продолжения банкета здесь нет. Золото ДВ внутри консолидации. Ну, причем ДВ такая, не очень выразительная, да, мы видим мелкую двойную вершину. Кто у нас использует CTS Range Pro, либо CTS Premium, у кого автопаттерны, я бы рекомендовал поставить минимальное количество свечей на правом, точнее на левом ребре для двойной вершины 3. Это моя рекомендация, если вы новенький. Так качество паттернов будет выше и меньше будет вот таких, ну, совсем практически, где нет расстояния между левой и правой стороной, то есть они сплюснутые.
двойная по WTI. Если я торгую на sell этот паттерн, то мне необходимо пробитие закрытия ниже точки середины 41 500. Пробой уровня сила сигнал номер 1, стрелочный сила сигнал номер 2, тест уровня сила сигнал номер 3, двойная вершина сила сигнал номер 4, пробой low сила сигнал номер 5. Это первый вариант, да, как мы можем торговать паттерны. Второй вариант – агрессоры, кто торгует агрессивно, momentum buy, когда цена пробивает максимум паттерна. И комбинация, то есть последовательность событий будет чуть другой. Пробой уровня, стрелочный, паттерн, тренд-фильтр зеленый и пробой максимум паттерна. Это momentum buy, когда вы покупаете на экстримах сессии, либо экстримах дня, в ожидании того, что вот это движение продолжится без коррекции. То есть при пробое high паттерна. Это моментум сигнал. Моментум сигнала предполагает то, что рынок будет двигаться быстро и без остановки дальше. Было импульсное движение с пробоем уровня. И то же самое, один в один комбинацию мы видим по NASDAQ, и также ее можно торговать. Но я не торгую на пробой high паттерна. А меня интересует либо пробой low, чтобы селить, либо ожидание покупки при других сигналах, например, ротации бара. Но у нас есть трейдеры, которые агрессивные, моментум трейдеры, которые покупают на пробой максимум паттерна. Причем здесь он максимально близко к уровню. То же самое NASDAQ в притирку к линии сопротивления. Видите, как они симметричны аж друг к другу. Все очень похожие графики. Да, ДВ есть. Абсолютно. По NASDAQ много сегодня паттернов. Да, очень много. Вот на этом коротком отрезке еще до сессии пруд-пруди. И на buy, и на sell. И мы видим, каждый из них отработан. Потому что условия очень благоприятные. Консолидация, flat. NASDAQ пытается пробивать high паттерна. Пробой максимум паттерна всегда есть закрытие телом выше. Но в моем случае лучший вариант, как торговать и как я торгую, только ротация бара. То есть мне нужно движение наверх, затем коррекция и покупка. WTI пытается реагировать на уровень, точнее на паттерн, да, потому что тестируем уровень снова сверху. Уже ранее был тест. Мы тестировали 1, 2, 3, 4 минуты, 5. Да, 5 раз мы протестировали вот эту ключевую зону поддержки 41 500, но ни разу не закрылись ниже этой зоны. Телом имеется в виду, да, потому что пробой есть закрытие телом ниже или выше, смотря что мы ожидаем. По евро сигнал на продажу трейдера, кто торгует евро. Я по евро посмотрел, вчера был моментум, да, там бычий, но такой мелкий. Ну, то есть движения были очень скромные, не сравнить с NASDAQ, да. И все-таки оптимальным take profit по евро, да, оптимальным take profit смотрится диапазон между
17, 16, 18 пунктов. Это оптимальный take profit по евро-доллару. Потому что евро, ну, редко проходит больше, уверенно, больше 20-25. Конечно, можно поставить один тейк, допустим, там 25, а первый тейк 15. Попробовать так поиграть с этими значениями. Но, конечно, не дает такого количества пунктов и нет такого размаха у евро, как у NASDAQ. Ну, имеется в виду за более короткий промежуток большое количество пунктов. Есть sell по WTI. Теперь и есть sell по NASDAQ. Чем очень похожи эти графики, да. И аналогично, что по NASDAQ, что по WTI, я могу перевернуть позицию. Почему? Потому что я могу увидеть белый бар, который может быть выше моего уровня. Это вопрос, который, по-моему, Евгений задавал однажды. А вот как раз сейчас пример живой. Да, если я вижу белый бар, то я могу выйти из этой позиции, вариант номер 1, и купить. Второй вариант – остаться в этой позиции и купить. То же самое касается NASDAQ. Если сейчас будет белый бар, я покупаю. Потому что оба сигнала будут квалифицированы, квалифицированными, точнее, что NASDAQ, что нефть. Не часто такая ситуация бывает, но сейчас она очень-очень подходит под то, что вы спрашивали. Ну, примерно. Не так, как может быть в точности, но очень близко. Потому что если сейчас NASDAQ дойдет до моего стоп-лосса, крайне вероятно будет белый бар. Да. Посмотрим. По W широкий стоп. Посмотрите, где мой стоп. Это говорит о том, что рынок не очень волатилен. Через 20 минут новости по запасам, поэтому нужно быть внимательнее мне. Золото аутсайдер пока. Почему перестал торговать евро? Очень пассивный инструмент. Я, по-моему, на одном из тренингов говорил, вы, наверное, пропустили несколько сессий торговых. Точно вы, да. Я помню все. Обращаю ваше внимание, трейдеры, на тренд-фильтр по WTI. Бычий. Да, и то же самое по NASDAQ бычьи тренд-фильтры. Поэтому покупка здесь очень-очень даже будет обоснована на случай, если будет белый бар. Когда вы входите по сигналу, спрашивайте себя, это ли мой квалифицированный сигнал, который я регулярно торгую. Порой бывает, ты открываешь сделку,
да, и потом понимаешь, что сделки нет, но чего ты еще ждешь, да. Я спрашиваю себя перед трейдом, да, и в процессе, вот я сейчас смотрю на сделку и задаю себе вопрос, это ли мой квалифицированный сигнал, да или нет. То же самое NASDAQ, да или нет, да, абсолютно. Золото борется, да, внутри диапазона, но там вообще сделками не пахнет пока, даже близко. Есть определенная корреляция, да, между NASDAQ и нефть, и WTI. Ну, очень похожие графики сейчас, по крайней мере. Чтобы моя позиция от отметки 41 750 ушла в безубыток, необходимо, чтобы цена прошла 26 пунктов. То есть цена должна прийти вот сюда, да, тогда моя позиция перейдет в ноль. По NASDAQ аналогично, 26 пунктов. Здесь 895 по NASDAQ возможная покупка при белом баре. Нефть немного удалилась от экстрима сопротивления в районе 41 500. Поэтому пока здесь нейтральное, да, состояние, мы в нейтральной зоне. Золото среагировало на небольшую вершину. И все, и замерзли опять. И весь банкет был ночью, да, что самое интересное. Там, по-моему, в 2 или я не... Сейчас. Не в 2, в 4 часа в Азию. Бум! Буквально 10 минут и 200 пунктов. Какой-то, видимо, информационный. Да. Так цена просто не проходит 200 пунктов без причины. NASDAQ замерз, посмотрите на моем ордере. Не шевелится вообще. В такие моменты ты начинаешь думать, что-то не идет, может быть, закрыть? Ага. Такие мысли приходят. Но нет проблемы в этом, если у тебя есть фильтр времени в сделке. Если да, то тогда ты себя избавляешь от мучительного ожидания, да, или от мучительных внутренних переговоров, чем мне делать дальше. Просто добавьте правила. Если у вас возникает в голове вопрос, что делать дальше, добавьте правила, и все. Например, что делать, если цена вот так стоит на возле моего ордера и дальше не идет после сигнала в течение, NASDAQ стоит уже, ну, грубо 10 минут. Окей, давайте добавим фильтр. 10 минут, если в течение 10 минут цена не проходит 50% в прибыльную сторону, я в сделке выхожу там или закрываю часть позиции. Все. Добавляю это правило, оно объективно 100%. Да, либо цена идет, либо нет.
в течение 10 минут. Какая двойная вершина по золоту, да? Больше не, это даже не двойная вершина, а V-образная форма. Да. Так, ну что, я готовлюсь на NASDAQ перевернуть позицию, купить. Да. Раз рынок не видит паттерн, посмотрим, будет ли здесь ротация бара. Продолжается дележ, торг. Ведь если у меня нет правила, сколько быть в позиции, то как бы я могу сидеть до последнего, да, пока все-таки рынок не дойдет до стоп-лосса или до тейк-профита, либо до безубытка. Но с другой стороны, если это правило есть, ты закрываешь, цена бум пошла в твою сторону. То есть нужно посмотреть, насколько временной фильтр, ограничитель по времени в сделке влияет на перформанс. Да. Я бы рекомендовал, если в будущем кто-то из вас будет задумываться на эту тему, использовать фильтр по времени для трендовых сигналов, для моментум пробоев в частности, либо для ротации бара, потому что это трендовый сигнал и предполагает волатильный рынок и движение быстрое в сторону, куда да, появился сигнал на buy вверх, на sell вниз. Если этого не происходит, да, то, значит, ваши ожидания по поводу силы рынка, тренда не оправдались. Не страдайте, Николай. Любое страдание – это ответ на недостаток информации, потому что мы начинаем внутри себя вот так вот вправо, влево, вправо. А что делать? Не знаю, не знаю. Закрыть, не закрыть, закрыть, не держать, не держать. А чтобы этого не было, просто надо добавить вот этот временной. Да, иногда он будет во вред. Да, иногда ты закроешь, блин, и пойдет в твою сторону. Но это способ. Да. Возможно, есть еще 1000 способов ограничения, да, вот этого томительного ожидания, но это, наверное, самый первый, который приходит в голову временной. Я, кстати, в один момент, когда торговал ротацию бара, использовал 10 минут, правило 10 минут, если не ошибаюсь, у меня было. Но я его применял только для пробойных сигналов, для консолидации в частности. То есть если пробили, не пошло, и как бы все, спасибо, до свидания. Посмотрите, что NASDAQ делает возле моей структуры, возле R-уровня, насколько здесь много телодвижений. Да? Пробили, тест. Сейчас мы снова тестим. Уже несколько раз мы протестировали мой красный горизонтальный уровень. Посмотрите сюда. Да. Но по-прежнему бары черные, то есть пока нет. Посмотрите нефть. Кстати, трейдеры, через 5 минут, через 8-9 минут новости я буду готовиться выходить из позиции. Да, я не буду сидеть в сделке. Я даже сделаю проще. Я закрою часть позиции. И вторая часть сейчас прыгнет сама. Да, это на чай, скажем так. Видите, вторая часть прыгнула в ноль сразу. И за минуту до новостей, скорее всего, я закрою остальную часть, при условии, что цена не окажется вдруг где-то здесь. Ну, не за минуту, за 2-3. Да. Потому что я не хочу попасть в ситуацию, когда цена откроется с гэпом где-нибудь здесь. Такое в последнее время не происходило. Но я никогда не знаю, как рынок откроется в первую-вторую минуту новостей. Да, он может сейчас после новостей остаться, обвалиться и уйти вот сюда, на пол. И потом будешь говорить, а зачем? Но если у тебя такое правило, да или нет, ведь это может быть как в твою сторону, так и не в твою, с большим проскальзыванием, с убытком, так же, как и с огромным профитом.
И дилемма по поводу действий, она автоматически исчезает после того, как ты формируешь для себя это правило. Но слишком шестить с правилами не нужно. Я честно могу сказать, никогда не находил для себя на 100% полезным стопроцентное следование всем правилам. Да. То есть перебор, да, с этим тоже может негативно сказаться на результатах трейдера. Перебарщивать не нужно. Закрою часть по NASDAQ в нуле. Оставлю вторую часть. И готовлюсь выйти из WTI 6 минут до новостей. Вторую часть оставлю до поддержки практически 10 800. Я вышел из позиции по W. 4-3 минуты до новостей. Можно пока убрать в сторону WTI, потому что в течение 5 минут после новостей, ну как минимум 3, я торговать не буду. Поэтому, чтобы не отвлекаться, там мне пока делать нечего. Где-то 35 минут, 17:35 я вернусь к этому инструменту. Сейчас все внимание к NASDAQ. Я закрыл часть позиции в нуле. И теперь посмотрим, если будет моментум вниз, дойдет ли цена до второй расширенной цели в районе 10 800. Да, и если нет, и вдруг рынок развернется, то какой план? Да, покупка по белому бару выше уровня. Посмотрим, что произойдет.
Мой стоп сокращается по NASDAQ за счет трейлинга. 18 пунктов стоп вместо 25. Точнее, 26. Изначальный стоп по всем трем инструментам одинаковый. NASDAQ 26, золото 26 и WTI 26. Оптимальные значения между 24 и 27 находятся по всем инструментам. Чтобы каждый раз не путаться, 26 везде. Стоп-лосс. В пунктах. Очень долго, да, NASDAQ висит на одном месте. Посмотрим, смогут ли покупатели вернуться. Потому что мы так долго бились об этот уровень. И каждый раз возле уровня мы видели паттерн со стрелочным. Ага, моя позиция прыгнула в ноль. Тренд-фильтр красный. Посмотрим, что будет по NASDAQ. Будет ли моментум. Мы прошли почти 22 пункта в профитную сторону. Теперь вопрос, будет ли снижаться рынок. Вторая часть без убытки. Через 5 минут вернусь к W. Посмотрим, как там в новостях. Последние 3-4 недели, да, последние 3-4 выхода новостей, но ничего такого не было. Ни гэпов, ни разрывов, рынок открывался. И все шло как обычно. Да. Сейчас рынок прошел, трейдеры по NASDAQ 27 пунктов. Тот момент, когда ваши стоп-лоссы, если вы используете range советник, да, range pro, должны автоматически уйти в ноль. И дальше, да, советник будет ждать первого тейк-профита, после достижения первого, второй будет двигаться по волатильности, по тем параметрам, которые вы задаете здесь, в советнике. Сколько, да, какое расстояние от цены. Да. На каком расстоянии от цены будет находиться советник. Точнее, ваш трейлинг стоп. Советник не будет находиться. Так, ну что, мы уже прошли 30 пунктов, даже 34. Вот это, внимание, тот момент, если вы в позиции, когда нужно готовиться забирать первую часть прибыли. Да, 34-35 пунктов мои стандартные тейки по NASDAQ находятся в этом диапазоне. Да, 35 пунктов для первой цели, 75, 80 для второй. Можно сопоставлять это с уровнем, да, с отношением цены к уровням. Допустим, если мой тейк, вот этот, который вы видите сейчас, 10803 ниже уровня, то взять его, поставить прямо на уровень, потому что мы знаем, 10794 очень важная поддержка. Это лоу вчерашнего и ключевой лоу сегодняшнего дня. Зеленые отрезки внизу. Стрелочные трейдеры по NASDAQ вне зоны, поэтому никакой ценности не несет. Можно немножко мой стоп поставить, трейлинг стоп пониже, чтобы захватить комиссии. На случай, если рынок развернется. Но мы видим уже тренд-фильтр красный. Да, до этого мы видели зеленый тренд-фильтр и уже красный. Да, опять контекст поменялся. Такое часто будет происходить, когда в целом рынок неопределенности балансирует. Но посмотрите, как здесь чувствуют себя прекрасно паттерны. Потому что идеальные условия для них.
Так, ну что, 32 минуты шестого. Быстренько к WTI посмотрим, что там происходит. Открылся, точнее, открылся после новостей. Ничего абсолютно. Да, ничего не радикального, и это хорошо. С одной стороны. С другой стороны, хотелось бы видеть волатильность. Да, мы почти дошли до нашего range low, зеленая горизонтальная зона. Здесь поддержка 41.100. Почти дошли, отскочили. Снова вернулись к точке, где был sell. Напоминаю, здесь был short. После пробоя точки середины паттерна. И вторую часть я закрыл вот здесь примерно 17 тиков. 17 пунктов. Сейчас мы тестируем как сопротивление 41.500. Пока сегодня аутсайдер, да, нашей торговли золота. Ну, пока совсем ничего здесь. Слабое дно было еще по W. Стрелочное слабое дно с точкой входа здесь, но очень дорого. Да. Внутри диапазона в притирку к сопротивлению. Эти два разных паттерна. Что этот паттерн, посмотрите, и этот. Ну, точнее, визуально они вроде как одинаковые и несут одинаковый смысл, да, что это вершина sell, а это слабое дно buy. Но при этом контекст разный. Да, нет проблемы здесь купить. Но ты покупаешь практически под уровнем сопротивления. Если ты продаешь здесь как раз на уровне сопротивления, скажем так, когда цена ушла ниже и пробил low, то здесь ты покупаешь примерно в 26 на величину стоп-лосса, в 26 пунктах от точки поддержки. Поэтому старайтесь принимать сделки возле структур, возле ключевых зон. Чем ближе, тем лучше. Понятно, что не всегда будет идеально все. Посмотрим, будет ли усиление в сторону слабого дна по WTI. Не знаю. Поэтому будем ждать, не опережая события. Смотрите, весь сегодняшний день практически мы торгуемся внутри вот этого диапазона. Начиная с 8, 7, но по моему терминальному времени по Москве это 10-11 часов утра. То есть практически весь активный период, да, зажат в этих границах 41 500, 41 100, плюс-минус. По NASDAQ формируется тоже разворотное дно, стрелочная реакция. Не дошли до того места, где стрелочный, но этот сигнал не может рассматриваться, да, никак, потому что он не зона ценности, даже если будет. Смотрите, WTI протестировал наш уровень, и опять реакция. Тренд-фильтр желтый пока, никакой дополнительной информации у нас нет, да. Протестировали, отбились, все, пауза. Ничего.
По NASDAQ может быть новый сигнал потенциальный. Если рынок дойдет до моего трейлинга от продажи, то изменение цвета свечи с белых затем на черный при тренд-фильтре красном – это классический наш сигнал, который мы торгуем на разворот. Когда в начале сессии пробивается уровень сопротивления, например, цена возвращается внутрь диапазона и формируется ротация бара. Посмотрим, будут ли все условия на графике. Это пока предварительно. Да. «45 минут до конца сессии». Не очень активная сегодня сессия. Да, вроде все рынки двигаются, но по золоту самый большой моментум был ночью. Да, в 3-4 часа Москвы. WTI вчера погуляли, сегодня пауза. И NASDAQ тоже сегодня такой день спокойный по сравнению со вчерашним. Да, вчера много было моментумов. И вчера был агрессивный бай вот здесь. Да. После этого еще серия паттернов. Разворотное дно возле экстримах, точнее возле экстремальных, да, наших уровней. Кстати, после этого как рынок вылетел. Пробил уровень, вернулся, дошел до следующего и опять вернулся. NASDAQ до ночи вчера кутил. NASDAQ сопротивляется, точнее продавцы не смогли быки обновить максимум предыдущей структуры. Сейчас идет тест минимума. Посмотрим, что будет с минимумом. Дастся ли сломать, потому что мы имеем М, да, дно. Вопрос, будет ли обновлен телом лоу левой стороны. Если да, то остаются шансы на продолжение банкета. Нет, мы видим, пока есть двойное дно в воздухе. Да? Хотя чуть ранее мы тоже видели стрелочный, слабое дно. Бум! Стрелочный, двойное, выстрелили. Стрелочные вершины обвалились. Стрелочный, сложно слабая вершина. Стрелочный, двойная вершина. Стрелочный, разворотное дно. Каждый из этих сигналов, да, имел после себя движение в ту сторону, в которую он указывает. Да, дно на buy, вершина на sell. А сейчас мы видим дно, но тоже в воздухе. Да. То есть где-то в середине. Такие комбинации я не торгую. Но, возможно, среди вас есть агрессивные трейдеры, которые предпочитают такой стиль торговли, и в этом нет проблемы. Смотрите, как нефть после новостей вообще ничего не делает. Вчера мы с вами тоже наблюдали нефть преимущественно в консолидации. Под самый вечер мы увидели с вами изменения на тренд-фильтре. Вот здесь на красной. Первая индикация того, что меняется контекст. И вот как раз пример, когда вы можете торговать моментум. Я не торгую в центре диапазона, но это возможно. Стрелочное дно, да, пробой минимума паттерна, тренд-фильтр красный, под уровнем цена, движение куда? К следующей зоне S поддержки. Да, и здесь мы тоже видим реакцию от этой структуры. Еще куча паттернов, но уже после сессии, регулярной сессии, стандартной.
У вас есть сделки, трейдеры, позиции интересные, помимо евро? По евро вроде были, да, сигналы? Николай, фунт-доллар, как там? Вы вчера торговали, британцы. Там я тоже глянул британца, там было движение. Да, неплохое. По ротации бара. Евро 2 небольших продажи и замерз, да. Ну, евро 18 часов близится, да. Вот вчера, например, если мы глянем евро, пока секунда есть у нас, там ведь хороший был тренд с каждой отработанной ротацией бара. Сейчас евро. Вот здесь. Да. Посмотрите, тренд-фильтр – это идеальный тренд. Да? Тренд-фильтр зеленый, белый бар, белый бар. То есть покупай каждый белый бар, белый бар, белый бар, белый бар. Но не часто бывает, чтобы такая, да, так регулярно и так интенсивно менялись свечи, потому что обычно мы видим, если тренд такой сильный, чисто белые. И посмотрите, как эти максимумы сопровождают стрелочные сигналы. Стрелочная sell реакция, стрелочная sell реакция, стрелочная sell реакция, стрелочная sell реакция, стрелочная sell и так далее и тому подобное. Да. Но потом мы видим, что произошло ближе к вечеру. Вот тогда началось самое интересное. Вот тогда мы за меньшее время, да, проходили больше пунктов. Хотя в регулярную сессию, ну, такого движения не было. Ну. Посмотрите, здесь 20 пунктов для евро – это очень нормально. Очень нормально. Не часто евро так проходит за несколько минут. Здесь мы прошли, пожалуй, самое лучшее движение с точки зрения КПД. От точки входа белый бар, тренд-фильтр зеленый, до экстрима 20 пунктов за 10 минут. Очень солидно. Ну, еще раз, это для евро. Просто идеальным моментом, кто из вас торгует евро. Но это первым моментом, наверное, за последние несколько торговых, да, сессий, чтобы евро так гулял. Обычно так быстро не ходит. NASDAQ валится, трейдеры, посмотрим, что будет дальше. Мой трейлинг продолжается, да, 10 пунктов. Трейлинг стоп меня залокировал, сейчас он будет усиливаться, ускоряться вслед за ценой, потому что цена падает. Напоминаю, стандартный тейк для второй части 70-80 пунктов. Да, у меня стоит 75. Посмотрим, ускорится ли падение и дойдем ли мы до второй части 10809. И тут же ниже у нас зона поддержки 10795. Нефть стоит. Давайте быстро посмотрим, что там британец сделает. То есть я могу не наблюдать за NASDAQ, потому что там либо трейлинг стоп, да, либо таргет. Ну, не сравнить, да, наверное, со вчерашней сессией.
Да, вчера получше было. Да. Двойная вершина была на экстриме. Можем посмотреть, где у нас здесь структура по NASDAQ. Угу. Это интересно. Вот то же самое, что мы торговали с вами по NASDAQ сейчас и по WTI на sell. Стрелочный, а чуть левее пробой уровня, стрелочный, вершина. Если пробой точки середины, это sell, да, классическая комбинация на разворот. Закрывая NASDAQ, он тикнул мой тейк, но не забрал. 70 тиков, да, здесь получилось. 68. Да. 5 тиков не добрал. Примерно чуть меньше 10% от экстрима. Теперь следующая задача – это как я могу купить. 10795. Лоу вчерашнего, ключевая структура. Для этого нужен тест уровня, стрелочный паттерн, либо аналогичная комбинация, которая была здесь. Давайте смотреть. Что на NASDAQ пока сегодня все надежды, потому что золото во флете. В целом золото в тренде, бычьем, сильным бычьем, но для нас, для интрадей трейдеров сейчас флет. Нет ничего. Да, сигналы отдельные есть, бесспорно. Но они внутри диапазона. Поэтому торговать их не следует. NASDAQ подходит к поддержке. Если рынок пробьет зону, потому что два варианта, да, либо мы отобьемся, либо мы пробьем. Давайте посмотрим. Следующая структура достаточно далеко, поэтому не будем забегать вперед. Да? Это чаще уводит тебя от главного действия. Да, это сейчас. Что ты видишь сейчас на графике? Вот сейчас я вижу тест ключевой структуры, ключевой поддержки. Все, точка. Да? Не формируйте дальше мысли слишком вправо, потому что все может измениться, а вы еще останетесь в той своей идее, которая кажется более вероятной, и потеряете связь с реальностью, с фактом, да, то, что происходит здесь. Сейчас происходит тест уровня, следующий шаг. Да. Максимум на один шаг вперед нужно мыслить, стрелочный, все, точка. Да. Потом паттерн, это далеко слишком, потому что без стрелочного я не ищу паттерн. Что должно быть вторым условием? Стрелочный. Хорошо. И вот здесь мы ждем, потому что, во-первых, стрелочного может не быть. Во-вторых, стрелочный может появиться, и цена его может нарушить. То есть уйти ниже. Следовательно, не будет вообще никакого сигнала. Да, ни паттерна, ничего. И, возможно, совершенно другая будет комбинация. Вы сэкономите очень много энергии и сможете гораздо лучше фокусироваться на исполнении, когда будете мыслить только на один шаг вперед. Тест уровня стрелочный. Ага, отлично. Остановились здесь. Чтобы дальше была последовательность, нужна реакция. Цена должна отбиться от стрелки. То есть после стрелки, да, должна быть реакция.
Пробил британец, да? Лоу паттерна. NASDAQ отбивается от поддержки. Посмотрим. Наблюдаем. Лучшее действие, да, это наблюдение. Увидел тест, увидел стрелочный, все, остановись, да, наблюдай дальше. Реакция на стрелочный, причем повторный стрелочный. Не часто такое мы видим, но это не меняет ничего для нас. Все равно требуется реакция. И затем паттерн. То есть следующий критерий – паттерн, да, естественная реакция, потому что без реакции паттерн не появится. Бывает паттерн, один из вопросов, который трейдеры задавали в самом начале, когда мы запрограммировали этот алгоритм. Может ли быть паттерн, точнее, у паттерна левая сторона с одной свечой? Может быть. Потому что если мы откроем настройки системы, мы увидим с вами, что минимальное количество свечей указано либо 2, либо 3. Почему не указано 1? Потому что тогда будет очень много ложных, очень много таких кривых паттернов. Но тем не менее, если вы хотите увеличить их количество, то да, на одной стороне, точнее, на левой стороне может быть 1 бар. Топчется рынок. Топчется. Тренд-фильтр зеленый. Но если вы торгуете даже не контртренд, а если вы торгуете паттерны на ложном пробое, вот как NASDAQ, или как WTI, который был sell, всегда будем торговать против тренд-фильтра. Всегда. Посмотрите, что делает нефть. От одного рейндж к другому. Пинг-понг. Да, от одного к другому. Нефть, точнее, NASDAQ реагирует. Посмотрим. Первая существенная реакция от уровня. Посмотрим, будет ли у нас паттерн. Чем более ровный, более симметричный по своей форме паттерн возле уровня, тем лучше и сильнее он отрабатывает. Ровно имеется в виду треугольник, да, сама фигура. Понятно, что у слабого дна слабое дно не может быть ровным. Оно всегда крен в одну сторону.
Но тем не менее, не только этим параметром определяется, да, качество паттерна. Шесть часов трейдеры. Полчаса, минут 40 еще. Купили фунт? Не хочет опускаться NASDAQ. Причем, если вы внимательно посмотрите, NASDAQ еще ни разу не пробивал, не закрывался выше после стрелочного вот этого, выше максимум предыдущей свечи. Не здесь, не здесь, здесь. И вот первый раз может закрыться выше. Да, вот сейчас мы впервые имеем close выше. Посмотрим, будет ли тест уровня. То есть у меня есть чистая левая сторона. Вот она. То есть стрелочный отбой. Посмотрим, будет ли дальше. То есть следующий шаг – это паттерн, да, формирование паттерна. Но бывают ситуации, когда цена без паттерна улетает вверх или вниз. То есть рынок может смело отсюда и полететь наверх. Хорошо, когда все инструменты, да, двигаются одновременно. Вот такое бывает нечасто. Но когда все инструменты двигаются одновременно, ты можешь сделать, ну, прям очень нормальные деньги. Да? Допустим, тут моментум, тут моментум. Сколько сигналов, да, мы видим внутри флета по золоту в середине. Абсолютно неэффективные сигналы для меня. То есть внутри флета очень много неустойчивых движений. Они могут отрабатываться, сигналы, но обычно цена дернулась обратно, дернулась обратно. Еще есть надежда, что золото может ускориться, либо хотя бы протестировать вот этот low 1847. Отличное место для покупок по паттернам. Потому что какой рынок? В консолидации. Я знаю, что в целом бычий рынок. Тренд восходящий, сомнений вообще никаких нет. Поэтому одно из лучших решений buy 1848. Но та же самая комбинация должна быть, которую мы сегодня видели трижды. Это стрелочная вершина. Стрелочная вершина, стрелочное слабое дно. То, что было в реальном времени. Именно возле ключевой зоны. Интересная ситуация по золоту. Мы видим, тренд-фильтр снова стал красным, но при этом бары белые пока. Да. NASDAQ замерз. Посмотрите, какие мелкие-мелкие бары. Первый белый бар по NASDAQ трейдеры. Но он не несет никакой информации пока.
Что у вас там с фунтом? Борьба идет? Но имейте в виду, уже после 18, да, с валютами нужно быть очень аккуратным, торгуя тренды или по тренду после 18 Москвы. Да, бывают экстримы. Вот евро, пример вам вчерашний, который в регулярную сессию двигался еле-еле, а после сессии начал там проходить по 20 пунктов за 10 минут. Но это исключение, чем правило. Чаще вы будете видеть более пассивный рынок, чем активный после 6. Да, абсолютно. Фунт в Европу лучше ходит. Я говорю, когда мы проводили масштабные тестирования по уровням со старших таймфреймов, то обнаружили, что перформанс по паре фунт-доллар при тех же самых сигналах, но при разных сессиях радикально отличается, что и логично. В Европе намного лучше был перформанс, и особенно речь про пробои, про моментумы, про продолжение тренда. Единственным исключением был первый час открытия торгов, это 16:30, 16:00 Москвы до 19, до 18:00 Москвы. Там даже не 18, вру, до 17:30. Да. Когда мы видели там какой-то всплеск вот в начале сессии, да, потом пауза. Это очень важно, да, торговать инструмент, который ходит в то время, когда ты торгуешь. Вот, например, мы знаем, что NASDAQ, ну, если это не какой-то там совсем, да, там предпраздничный день, ну, обычно хотя бы 1-2 импульса у него есть. Редко бывает, чтобы NASDAQ вообще не шевелился. NASDAQ тестирует лоу-трейдеры. Пришел к точке покупки возможной. Посмотрим, будет ли у меня buy-сигнал здесь. Видим тест уровня стрелочный, реакция на стрелочный паттерн. И посмотрим, будет ли у нас более высокая цена закрытия на правой стороне. Классический кластер 4 контртренд, да, медвежий рынок. Ну, понятно, что локально медвежий, потому что мы видим, что цена ни разу далеко не ушла за пределы какой из, да, границ, из этих двух границ, верхний либо нижний. То есть рынок преимущественно балансирует между двумя уровнями поддержки сопротивления. Вот система нам подсказывает дно, я жду нового максимума, покупаю закрытие выше максимум паттерна. Вру, закрытие выше максимум предыдущей свечи. Здесь закрытие выше максимум паттерна не требуется. У кого автоматика, обязательно держите вот эти алерты при себе. Посмотрите сегодня, сколько паттернов. И это каждый из паттернов – это возможность. Да, возможность сделать деньги, потому что они, особенно во флетах, имеют намного выше вероятность, да, чем ротация бара, да, потому что ротация бара для другого контекста, для других кондиций рынка. Мгм. Пока нет. Вот обратите внимание, это интересно. У меня есть вот этот хай, точнее был. Мы не смогли закрыться. Теперь вот этот хай важен. То есть меня интересует закрытие телом выше ближайшего максимума. Не вот этого уже, а ближайшего, потому что тут не смог. Перепрыгиваем. Если этот останется здесь, то логично вот этого максимума. А мы видим 3 минуты пока консолидации. 3-я минута консолидации идет. Держу кнопку, руку на кнопке. Черный бар по золоту на красном тренд-фильтре, но очень агрессивно. И стрелочный прям под уровнем по
WTI рынок снова вернулся к нашему уровню. Но при этом, посмотрите, какой рынок нефтяной. Да. Очень слабый. Слабый. В чем выражена слабость? Очень мало, очень узкий диапазон. То есть нет расширения диапазона, давления, дисбаланса. То есть преимущественно рынок находится в балансе. Да, то есть там, где он сегодня торговался большую часть времени. Дисбаланс – это когда цена вылетает за границу уровней и продолжает двигаться к следующим вот этим зонам, вверх либо вниз. Сейчас цена каждый раз пробивая или пытаясь доходить, отбивается. То есть мы видим рынок в балансе. Да, лучшие сделки приходят из точек дисбаланса. И вот сейчас мы видим снова попытка, да, закрыться выше. Третья, четвертая минута пошла по NASDAQ. Посмотрим, будет ли новый клоуз. Закрытие тела выше максимум предыдущей свечи. Это четвертое финальное условие для покупки. Если нет, то чуть выше. Да. Получается, мне нужно ждать. Вот этот хай уже беру. Предыдущий. И так вправо дальше. До тех пор, пока не нарушен сам паттерн. Иначе говоря, его low. Low паттерна 10795. Кстати, 4 минуты мы держим небольшую вот эту полку. А. Это один из заключительных сигналов может быть сегодня по NASDAQ. Нет пока пробоя. Еще ждем. Следующая свеча, точнее следующий хай вот здесь. Максимум с предыдущей свечи. Посмотрим, пока нет. Долго рынок топчется. Это на самом деле хорошо, потому что сейчас цена находится в балансе. Раз, два, три, четыре, пять, шестая минута комфортного вот этого диапазона. Всех устраивает пока. Посмотрим, выйдет ли цена за границы. Нас интересует выход вверх, да, потому что есть все условия для покупок, кроме финального. То есть слева направо. Тест уровня стрелочный паттерн. Более высокая цена закрытия на правой стороне. Золото, посмотрите, продолжает беситься внутри консолидации. Да? Поэтому нет сделок вообще. NASDAQ, посмотрите, что делает. Прорывает зону, пытается. Лоу вчерашнего дня, экстремальное значение сегодняшнего дня. Если сейчас мы пробьем телом, закроемся ниже, отмена сигнала, нет сделки. Именно по этому паттерну. Да, похоже, не будет сигнала трейдера. Пытаемся закрываться ниже. Ваши европейские уровни отстрелили по полной программе. Но я не знаю, я не тестировал Range Trader в Европу. Ничего не могу сказать по этому поводу. Да, есть close, закрытие телом ниже. Все, этот паттерн больше не актуален. Да. Теперь может быть новая комбинация на buy здесь. Это вариант номер один. Да, второй вариант, возможно, продолжение. Да, посмотрим. Следующая структура. Да, есть запас хода.
Построены от 0 до 8. NASDAQ пробил и продолжает снижаться. Пока вообще 0 сделок. То есть все, что сейчас планировалось, да, посмотрите, в моменте нет трейда. В моменте просто. И теперь ты пока даже не строишь новую последовательность, потому что ничего нет. А ты ждешь визуальных сигналов, да, чтобы с ними работать. Ой, а сейчас мы вдруг повалимся. У тебя начинает внутри играть, что ой, мы пробили все, да, и сейчас пойдем дальше вниз. Так долго держали уровень. Не-не-не-не, стоп, стоп, стоп. Давай-ка вернемся опять. То есть каждый раз важно возвращать свое внимание, возвращать себя вот к этой последовательности, к тому, что есть твердое, что ты можешь исполнять на регулярной основе. А сейчас в моменте ты можешь быстро торгануть свое собственное мнение, свое собственное ощущение или предвкушение будущего движения. Ну, давай не так подойдем, давай попробуем опять вернуться к тому, что есть твердое. Да? Первое, второе, третье, четвертое, или там первое, второе, третье, в зависимости от сигнала. Пробой уровня, сила сигнала номер 1 стрелочный. Ага, давай здесь остановимся и подождем, что сделает рынок после стрелки. Может быть, сейчас он сформирует паттерн и развернется, и у тебя будет ложный пробой. Да? Потому что уже сегодня один ложный пробой был, и мы ушли на равную величину. 16 пунктов вверх и 16 пунктов вниз. Ага, повод задуматься. Да? То есть немножко сбавляй вот этот свой темп и свой пыл по поводу того, что может произойти, как будто ты знаешь. Да? Ты не думай, что будет, ты смотри на то, что есть. Это намного проще. Серьезно, голова реально работает по-другому и чище твое сознание. Легче принимать решения, чем думать о том, ой, сейчас она обвалится. Поэтому так важно, да, так важна вот эта последовательность. Поэтому существует методология кластер трейдер, да, где мы используем силу сигнала. Сила сигнала номер 1. Дальше, если я вижу номер 1, я жду второе. Но мы не идем к третьему, потому что нет второго условия. И это немного вначале сложно. Почему? Потому что ведь рынок двигается, ты можешь забыть на секунду, на минуту про эту последовательность и вдруг начать торговать свое мнение, а потом только вспомнить, все-таки правила мои важные. Но иногда бывает поздно. Поэтому сейчас мы наблюдаем другую ситуацию. Пробой уровня, стрелочный тест уровня. Угу. Очень похоже на то, что мы видели здесь сегодня. Пробой уровня, стрелочный тест уровня, паттерн. Посмотрим, будет ли здесь паттерн вообще. Да? Повалится рынок, неважно. Отобьется, неважно. Вопрос, есть ли твоя последовательность. Посмотрите, что делает WTI. Снова тестирует range high 41500. Да? И снова отбивается от этого уровня. Наблюдаем. Ложный стоп-лосс. Это фильтры, да, они очень важны, трейдеры. Да. Вы увидите, как часто паттерны не работают, если вы не используете фильтры. Да. Более высокая цена закрытия, либо закрытие выше максимум паттерна, минимум паттерна. Особенно это касается волатильных инструментов. Да, такое бывает. Но вот про то, что если рынок сонный, да, ни туда, ни сюда. Смотрите, что делает NASDAQ. NASDAQ вернулся внутрь диапазона и уже торгуется выше лоу вчерашнего дня. Да, посмотрим, что будет. Нас, конечно, интересует паттерн, потому что это только левая сторона сигнала. Реально намного проще вам будет торговать, если вы будете просто описывать то, что вы видите, да, относительно ваших ключевых уровней. Да? То есть смотреть контекст поведения цены вокруг ключевых уровней, структуры рынка. Этого будет более чем достаточно, чтобы лучше видеть
да, там рынок, и как угодно можно называть, там лучше разбираться в графиках, читать график, чем думать о том, что произойдет, и потом хвалить себя за то, что ты какой молодец, определил, спрогнозировал рынок, да, или эх, рынок не сделал то, что я хотел, эх, там, да. Это не стоит того, чтобы тратить на это энергию. Да. И гораздо бодрее будете вставать со своего рабочего места после 2 часов работы, если просто описывать. От вас не требуется никакая энергия здесь. Да, я вижу стрелочный класс, я вижу реакцию, класс, тест уровня. Отлично. Да, и все, я дальше больше ничего не делаю. То есть я не опережаю события, не трачу энергию попусту. Понятно, что так не всегда происходит. Ты можешь вылетать периодически, да, из колеи, выбиваться. Это нормально. Но вопрос, хватает ли тебе, да, внутренней энергии, чтобы возвращать свое внимание к тому, что действительно важно. Вот золото, например, сегодня ничего не делает вообще, да, хотя у меня были сегодня тоже планы на золото. Да, мы в начале сессии буквально за там 5-10 минут протестировали лоу, отбились, и все, ничего не происходит. Нефть. Один сигнал квалифицированный, да, профитный сигнал, и все. Потом еще один сигнал, но внутри флета. Слишком дорого. Ротация бара, трейдеры. По NASDAQ. Белый бар. Посмотрим. Заканчиваем через 10-15 минут. Но еще раз, сильно преувеличивать и жестить с правилами не нужно. Да, это очень важно. Не надо перебарщивать, передавливать себя. Порой некоторые фильтры сделок могут приходить в процессе того, как себя цена ведет. Например, если здесь будет черный бар, вот по NASDAQ, может же быть такой, например, сейчас будет черный бар. Лучшее для меня решение будет продать после пробоя вот этого low 10773, нежели селить черный бар здесь. То есть некоторые фильтры могут возникать по ситуации, но еще раз, этому не нужно придавать большое значение. Это будет приходить по ходу. Ты можешь не делать этого, да, и смиренно торговать правила. Просто прям вообще, прям да, проблем нет. То есть найди свой более комфортный вариант вокруг этого. Не надо отклоняться в разные стороны, или точнее в какую-то конкретно одну сторону, вот все. Сайте как NASDAQ, да, белый бар, коррекция. Посмотрим, что здесь будет, очень интересно. Вот это тоже ситуация пограничная, которую мы наблюдали вот здесь, трейдеры. Вот здесь слева. Да, когда мы ожидали либо точнее, получили sell-сигнал и ожидали еще, возможно, белого бара. Да, если рынок вдруг не увидит sell-сигнал и пойдет дальше и сформирует белый бар. Но сейчас немножко другая ситуация, у меня нет текущей позиции. В данном контексте может быть паттерн, да, абсолютно, да. И чтобы не форсировать события, я говорю, отлично, допустим, у меня появится паттерн. Почему? Потому что у меня есть левая сторона, стрелочный, реакция на стрелочный и возможный паттерн. К этому времени, если цена сюда придет, здесь будет черный бар, 100%, он будет где-то вот здесь, еще до. И с одной стороны я могу покупать, с другой стороны продавать. Поэтому если я продаю, то мне нужно пробой low, да, в качестве дополнительного фильтра. Нет проблемы селить сразу черный бар.
Да. Трейдер решает сам для себя. То есть есть ситуации, которые имеют два решения. Да? Либо решение по ситуации, либо решение, которое у тебя вот прям все, по черный бар стал. Но может быть не быть ни того, ни другого, потому что если сейчас рынок придет сюда, да, и в принципе уже не может быть паттерна, потому что мы формируем V-образную форму. V-образная форма – это когда цена ударяется о некую точку, появляется стрелочный, и как пушка вылетает, тестирует максимум, да, в данной ситуации максимум предыдущей волны. Мы сейчас подходим практически на 80 с лишним процентов, да, мы восстановились от последнего движения вниз. Посмотрим. Видите, немножко меняется контекст. Мы нарушили вот этот цикл, да, равноудаленных коррекций. Да, здесь мы видим, здесь, здесь. Здесь чуть-чуть нарушили, а здесь полностью преодолели. Да. Поэтому пока нет ничего. Да, и маловероятно, что будет нефть пауза. И здесь тоже пауза. Золото стоит. Не связывайтесь с британцем, да. Еще момент. Если вы решаете переворачивать позицию, ее лучше переворачивать в рынке, который находится в движении, то есть где есть расширение диапазона. В узкодиапазонном рынке переворачивать позицию, ну, вот сколько я так делал раньше, ну, не обращая внимания на контекст, столько раз, в подавляющем большинстве, цена доходила там, проходила несколько тиков, возвращалась обратно, и в итоге да, двойной лосс. Да. То есть, ну, как бы, ведь входя в позицию, мы подразумеваем, что будет да, какое-то движение. Да? Но если его вообще в течение сессии нет до уже 18:30, там, 18 часов по Москве, то с чего ему вдруг взяться? Да? Особенно по валюте, которая преимущественно ходит в Европу. Точно. И главное не увлекаться, потому что в таких ситуациях порой трейдером начинает руководить да, уже не здравый смысл, а просто трейдер начинает торговать. Даже хорошие сигналы, но в сонном рынке это чаще убыточные сигналы. Да. Ну вот по опыту говорю. Я не говорю, что я идеально торгую в плане того, что я четко прям на 100% могу всегда отличить, когда рынок сонный, когда нет. Понятно, что это ну, на каких-то этапах можно обнаружить, да, зная, например, по каждому инструменту определенный диапазон. Да, если долго инструмент торгуешь, ты знаешь в среднем, сколько цена может проходить да, в течение сессии. То есть знаешь ее поведение, скажем так. Да, точнее, это его поведение этого инструмента. Вот я знаю, например, что по WTI это очень сонный рынок статистически считается, потому что диапазон в течение всей текущей сессии вот до этого момента составляет 30-40 пунктов. Это 30-40 центов. Это очень мало, это ненормальная волатильность. Либо мы так останемся, либо должно произойти что-то резкое в плане того, что рынок должен расширить свой диапазон, например, бум, вот так обвалиться. Поэтому любые мои здесь сделки, это сделки больше, если они появляются агрессивные. А что касается переворота, ну, то есть мы откроем противоположную позицию, то они мало имеют шансов на успех. Да, потому что рынок может продолжить вот так двигаться зигзагом, да, то есть без силы, как вот сейчас мы видим, вот рынок, и лоссы могут только ускориться. Поэтому если переворачивать позицию, конечно, нужно в первую очередь подумать над тем, действительно ли есть сила туда, куда мы переворачиваемся. Да, или какая-то техническая основа, например, сильная структура, рейндж какой, диапазон в течение дня или текущий диапазон какой, и сколько времени, да, то есть сколько на часах, потому что это все важно. И в процессе, когда ты на минутке торгуешь, да, все быстро-быстро, ты можешь просто об этом забыть.
Не потому что там глупые, просто забыть, в какой-то момент выключиться, да, и ты пошел, поехал. Ты утратил вот этот да, фокус внимания, соль, суть игры потерял, нить игры, да, и все, и поплыл. Вот, ну, я говорю, это из личного архива. Из личного архива. А вот интересно, остается немного времени до конца нашей торговли. Золото уже практически у экстрима нашего диапазона 1863. Посмотрим, придет ли. Посмотрите, что делает NASDAQ. NASDAQ сделал новый хай. Вот это называется классическая V-образная форма. Это бычья форма. Да. Бей и беги называется паттерн. Да. Я на них очень часто смотрю. На мой взгляд, это одни из лучших паттернов контекста. Это не паттерны, на мой взгляд, как паттерны, по которым надо торговать, а паттерны, которые позволяют тебе понять вот этот баланс или дисбаланс и в какую сторону он направлен. Потому что до этого мы видели нисходящий тренд, бум, новый хай с вот такой V-образной формой. Это может нести определенную информацию о том, на чьей стороне да, шар, на чьей стороне мяч и кто рулит процессом. А посмотрите, уже, да, несмотря на то, что тренд-фильтр красный, это круто, но мы уже практически ушли в середину диапазона. Да? Хотя до этого, вот здесь мы смотрели, хе-хе, все. Возможно, те, кто были агрессивные трейдеры, не использующие фильтров, получили здесь да, лосс, и рынок теперь выскочил. Да? Такое тоже может быть. Но это не так важно, да? Не будем думать за других. Поэтому чуть надо, на мой взгляд, быть ну, открытым, что ли, не слишком закупориваться. Вот правила важны, но чуть шире смотреть просто на то, что тебе сейчас показывает график с точки зрения структуры. Да, вот эти паттерны, V-образной формы, например. Да, потому что все рынки движутся зигзагообразно. Да? И все трейдеры видят вот эти high-low, которые были сформированы благодаря вот этому движению. Да? Ну, на каждом графике. Золото, нефть, евро. Но не бывает же движения просто. Да? По-любому есть какой-то импульс, потом восстановление. Да? Даже во флетовом рынке эти тенденции присутствуют. Новый high, новый low, структурные. Да? Вот она пошла, 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 новый лоу, пошло, 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 новый хай, пошло, пошло, пошло. Да? Это та база, которой достаточно для того, чтобы трейдеру анализировать контекст, да? Где произошел там слом, например, этого моментума. Да, у нас есть отличный инструмент для этого, это тренд-фильтр. Да, и в зависимости от того, какие мы настройки используем, мы можем получать как самые ранние сигналы о изменении тренда контекста, так и более поздние сигналы. Вот, например, если я поставлю здесь минутку, да, M1 на тренд-фильтре, возможно, у меня поменяется гистограмма, да, я буду видеть изменения раньше. То есть это в целом может давать информацию. Но еще раз, это трудно, потому что требует очень много концентрации внимания. Да. Тебе нужно вот эти базовые элементы постоянно держать перед собой. А когда все двигается, или когда ты под давлением, или у тебя убытки, то, ну, открытость трудно сохранять, да, сознание. То есть постоянно нужно себя вот ушел в сторону, иди сюда, ушел. И потом ты привыкаешь просто к этому. Вот примерно так это все дело происходит, трейдеры. Неважно, вы новенький, там, день на рынке, 2 или несколько лет, может быть, десятилетия. Все то же самое. Рынки как двигались, так и двигаются. Да. Какую валютную пару можно выбрать в Америку? Я бы не взял, но спред – это много. А вы не пробовали какие-то вот кросс-инструменты торговать? Ведь они очень волатильные. Например, фунт австралиец или там евро-австралиец или что-то вот такое, да, и более экзотическое. Там спреды не такие гигантские. Или, например, канадец-иена, или, может быть, доллар-канадец, но это уже ближе, да, вот вам альтернатива нефтяным фьючерсам, да, потому что, ну, канадец с нефтью связан.
Мне кажется, вот если из базовых, то доллар канадец, либо канадец иена можно взять. Если из что-то по такого хочется, да, то, наверное, лучше всего вот из этих кроссов, потому что фунт австралиец, евро австралиец порой нормально так ходят. Мгм. Такие нет, ну тогда доллар канадец. Ну, как мне кажется, или канадец иена, например. Да. Тогда это будет неплохим вариантом. Но корреляция все равно будет, да, вы от этого не уйдете. Даже вот среди трех вот этих гигантов есть корреляция, хоть она не носит такой прямой характер, как, допустим, некоторые валютные пары. Вот нефть, например, сегодня вообще по-своему живет. NASDAQ валится, золото в течение дня растет сейчас во флете. То есть мы видим по факту, да, в какой-то момент они коррелируют, а потом нет. Да, и получается, что вообще три разных графика. Вот если мы на них посмотрим, да, и диапазон разный, и отношение к уровням разное, и вообще все другое. Хотя порой мы можем видеть, конечно, сильное, сильное пересечение, так сказать, между сигналами. Не пробовали? Да, посмотрите. У меня был опыт торговли фунт австралийцем, евро австралийцем, правда, на 5-минутных таймфреймах. Нормальные инструменты. А лучше всего, если вы хотите прям правду получить, ну, для себя, посмотреть вот в этот период, который вы торгуете, в Америку, например, кто более подвижный. Все, последний там месяц открыть, это 20 дней базы информации, это немало. Потом еще, может, ну, сколько вам история позволяет там глянуть. И посмотрите, какой рейндж у него, да, у этих инструментов. И вы сможете выбрать оптимальный. Просто вот это классика. Золото, нефть, NASDAQ или там какой-то другой индекс. И там какая-то, допустим, еще одна валютная пара. Да, это чуть реже встречается. В основном это золото, нефть, там индексы Dow Jones, S&P, NASDAQ, Russell. Ну, кто что выбирает. И, может быть, даже этот DAX, да, тоже, в принципе, инструмент подходящий. Так, ну что, мы 5-7 минут заканчиваем, трейдеры. 5-7 минут заканчиваем. Несмотря на то, что больших таких сумасшедших моментумов не было, все равно приятно закрывать день без убытков, то есть без, только с профитными сделками. Самый большой моментум как раз был здесь по NASDAQ, это 70, там 65, да, я сказал, пунктов. И, ну, по WTI небольшой, да, профит, по золоту 0 сделок. По золоту 0 сделок. Как-то говорили об индикаторе, который мог бы показывать волатильность, точнее, если такое сделать. Да, но пока нет, не то, что нет идей, а пока не срослось все. Да, в том смысле, что когда у тебя есть какая-то идея, ее нужно перенести на график. Потом ее нужно перенести в код, да, через программиста. Но вот пока мы застряли на этапе идеи, но технического воплощения в плане того, что мы дадим роботу, чтобы он это видел, пока нет. Вот так. Поэтому я пока оставил эту идею, чтобы мозг расслабился, и потом, может быть, в какой-то момент эта идея сама по себе возникнет. К торговле с серебром, да, нормально отношусь. Хороший инструмент. 100 лет на него не смотрел. Ну, ничего против не имею. Но я честно вам скажу, вот среди всех commodity-трейдеров, да, которые торгуют вот, там сырье, товары, серебро вот крайне редко звучит. Вот странно, да? Серебро крайне редко звучит. Что только не слышишь, там соевые бобы, сахар, какао, там даже этот фьючерсы на, как же они называются эти,
крупнорогатый скот, на молоко, трейдеры реально, торгуют. А вот серебро как-то вот почти не на слуху, хотя это вот, как перед глазами. Даже палладий, платина, хотя палладий вообще чудовищный инструмент, в плане волатильности, порой. Он недавно, недавно, в прошлом году, по-моему, тестил свои какие-то экстримы. А серебро как-то не очень. Не знаю. В планах есть. Ну, не знаю, может быть, сделаем. Да, может быть, сделаем. Ну, на самом деле мы пробовали делать, и были проекты, мы их запрограммировали. То есть то, что я вам говорю, идея перешла на график, но она не на графике это не работало так, как это было изначально задумано. Ну, то есть ты как бы представляешь эту картинку, понимаешь, как это можно сделать, приносишь на график, не работает. Окей. Ну, то есть мы сделали, да, запрограммировали, но идея дальше, дальше дело не пошло. Вот, поэтому так пока. Тренд-фильтр впервые зеленый на NASDAQ. Посмотрите, как быстро V-образная форма, да, сформировалась, и мы уже вон где, в моменте прям. Давайте последний возможный трейд, сценарий. Золото тестирует наш range high. Да. Пока мы не знаем, она тестирует, либо пробивает. Вот на этом этапе пока ждем. Да. Пока цена в зоне интереса. Да. Нефть, скорее всего, сегодня все. Ну, там мучить себя и пытаться что-то делать не надо. Хоть небольшой профит взяли, и то хорошо. И теперь давайте вот буквально 5 минут понаблюдаем за золотом. Золото продолжает по тренду. То есть вот это движение, которое сейчас бычье, оно в целом с трендом. Да? Более того, у нас есть слева абсолютный хай сегодняшнего дня и, по-моему, да, абсолютный хай всея. Да. И вот рынок сюда дошел, посмотрите, как сумасшедший вернулся. Давайте смотреть, что сейчас будет. Тест или пробой? Тест уровня, нет пробоя. Тест уровня. Посмотрите, мы попытались уйти выше, не смогли. Тест уровня, сила сигнала номер 1. Да. То есть тест уровня, сила сигнала номер 1. Все, стоп пока. Мы знаем, какое должно быть следующее условие, чтобы мы приблизились к точке входа. Что? Какое условие? Стрелочный. Да. Давайте ждать. То есть не будем опережать события. То есть мы экономим энергию. Мы просто как свидетели своей собственной сделки, точнее, формирующейся сделки. То есть мы не рисуем, что вот она будет. Потому что сейчас вот огромный бар медвежий, и рынок может повалиться. Да, и как бы все. И зачем сейчас что-то наперед делать? Да. Мы знаем, что нужно стрелочный. Окей, давайте ждать стрелочный. Стрелочного нет. Все. Да. Ой, а как так? Сделки нет. Сделки нет, потому что, на sell. Сделка может быть на покупку, но на sell уже сделки нет. Okay. Посмотрите, как, да, дойдя до range low, мы как, правда, не сразу пришли к range high, сопротивлению. Да, золото. Да. Ну что, давайте пробежимся по другим, что там было. Евро что сегодня делал? Быстренько прям. Коротко. Ничего, да, бестрендовая сессия, вообще ничего нет. Общий диапазон 20, 23, 24, нет, вру больше. Почти 30 пунктов по евро, да, ничего не было. Да, вот если ты в таком рынке пытаешься торговать или пытаешься переворачиваться, это очень дорого стоит. Если вначале ничего нет, не стоит тратить время дальше. Обычно это ничем не заканчивается. Вот фунт, то же самое примерно. У него чуть шире диапазон традиционно, потому что фунт более волатильный, чем евро. Да, здесь 40, грубо 50 пунктов. Да, в 1,5 раза шире ходит. Посмотрите, какие сигналы. Они же есть, да, эти сигналы. Но за счет того, что рынок бестрендовый, не то, что бестрендовый, а нет точки дисбаланса, то есть какую-то конкретно сторону, чтобы рынок пер, да, так сказать,
то мы видим сигналы, там они локально отрабатываются, но в рамках текущего вот этого состояния рынка, да, текущего ритма рынка. Потому что мы можем видеть вот такой сигнал, например, в условиях волатильного рынка, да, или противоположный ему сигнал на переворот позиции. И можем видеть быстрое исполнение. Окей. Причем здесь, кстати, если посмотреть вокруг уровня range trader, да, здесь же не было переворота, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Сейчас. Нет, здесь был, да, абсолютно. Да. Абсолютно. Да я сейчас смотрю, если бы я действовал. Еще один сигнал. Белый бар высовывается снизу. Ах, как хочется его взять, да? Хочется, но время уже. Так, ладно, трейдеры, я закругляюсь. Да, и что у нас, NASDAQ? NASDAQ ничего. По золоту белый бар. 20 тиков до моего экстрима. То есть если я здесь покупаю 30, 29-28 пунктов до вот этого хай абсолютного. То есть у меня есть квалифицированный сигнал, но у меня нет технического кармана. Да? Всего лишь 29 пунктов до экстрима. А мой тейк по золоту составляет 40 пунктов. Take-profit второй позиции, первой позиции. То есть это первая позиция, только 40 пунктов. То есть рынку нужно преодолеть сейчас абсолютно экстрим последних лет, и только тогда прийти к моей цели и еще пройти в примерно столько же. Это хороший сигнал, да, но у меня нет кармана, да, поэтому я не буду принимать этот трейд. Да. Так, NASDAQ тоже все, да, наверное, здесь ничего не будет. Будем заканчивать. Давайте минуту на ваши вопросы. Минуту на ваши вопросы. Да. Как вы считаете, мы оставляем сессии в... я сейчас спрашиваю, завтра тоже спрошу, потому что есть и другие трейдеры, да, у нас не мы одни только. Начало без 15,5 мы оставляем или мы возвращаемся в старый? Без 15, естественно, плюс-минус 5 минут, без 20, без 10. То есть оставляем range, диапазон рабочий. И где-то к половине, да, я планировал закончить, к 6:30, потому что обычно к 6:30 можно уже закругляться. Я в 16 не прихожу на рынок. Я, точнее, могу приехать сюда, открыть график, но я не торгую. Да. Я обычно в это время занят там в компьютере что-то вожусь и так далее. Класс. То, что... Так, остальные трейдеры, которые в чате, я же вас всех вижу. Каково вам сие изменение? Можете не прятаться. Еще раз напоминаю, цель, да, почему потихоньку мы к этому пришли, это prime time, да, это большие движения, чаще всего за меньший промежуток времени, нежели это происходит во второй половине сессии, во второй половине Америки. Поэтому 2 часа, получается, на самом деле, да, чуть больше даже, 2:20. То есть это прям такой сок, да. Так, в Омске тоже вечер,
Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Так, ну что, закругляемся. Спасибо. До завтра, как обычно. Ну, как обычно, а, как сегодня мы поработаем примерно без 15:05. Ну и уже окончательно завтра решим, потому что иногда в среду нет там каких-то трейдеров, да, кто-то может в четверг приходить, и чтобы затронуть все интересующие стороны. Все, пока, до связи, до завтра.